Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Сегодня я познакомлю вас с письмом, которое я получил от нашего подписчика. После долгого изучения автора письма и достоверности истории я решил дать огласку. И вот что он пишет. Привет, Стрэндж. Являюсь недавним подписчиком твоего канала и хочу поделиться историей, которую мне рассказал один мой знакомый врач во время посиделок за рюмкой чая. Не знаю, поверишь ты и твои подписчики или нет, но человек он взрослый, солидный, занимает должность главврача в одной крупной прибалтийской клинике. От него-то я никогда бы не ожидал услышать подобные истории. Но, как говорится, за что купил, за то и продаю. Далее, рассказ будет от его лица. Итак. Было это много лет назад, когда я еще работал фельдшером на скорой. Работа, сам понимаешь, какая была. Тут тебе и алкаши с белочкой, и приступы аппендицита, и родовые колики, и чего только нет. И, конечно же, как обойтись без такой категории, как пожилые люди. Для некоторых из них мы уже стали как родные. Потому что вызывали они нас, очень часто. Бывали старички-божьи одуванчики. А бывали и такие, что всю нервную систему измотают за какие-нибудь там несуществующие болячки. А при этом здоровье у них было лучше, чем у всей нашей бригады. Реально не шучу. Всякого, короче говоря, я навидался, в общем, но есть один случай, про который я никому никогда не рассказывал. Было, понимаешь, такое подозрение, что мне после этого могут заменить докторский халат на какую-нибудь смирительную рубашку. Или еще хуже, закроют где-нибудь в исследовательской лаборатории по гроб жизни. А мне такого счастья, реально не надо, даром. Но тебе я расскажу. Ах, да, почему я пенсионеров-то упомянул? Был среди нашей постоянной клиентуры один старенький дедушка, седой как лунь. Жил один в частном доме на окраине города. Симулянтом не был. Знаешь, здоровье в 89 лет мало у кого бывает олимпийским. Проблемы с сердцем, нервной системой, да еще, как позже оказалось, старичок-то был с ментальными проблемами. Не то что шизофреник или не приводи Господь буйный, но странный был дедушка. Ни с кем из соседей особенно не общался, жил затворником и даже когда бывали приступы, отказывался от госпитализации. Знаешь, добрый он был, гостеприимный, но как только заходила речь о том, чтобы его положить на обследование, становился прям как кремень. Брови насупит и ни в какую. Я, говорит, внука жду. И все. А какого внука, откуда, ни слова. Очень долго мы к нему так мотались. И привык к нашим визитам Павел Николаевич. Так его звали. Как-то раз вечером, когда наша смена почти закончилась и новых вызовов уже и не предвиделось, предложил он выпить чаю. Думаю, скучно старому человеку. Почему бы и нет? Водилу на машине я предупредил, что чуть-чуть задержусь, тот с пониманием отнесся. Вот мы. Сидим, пьем чай и разговариваем с Павлом Николаевичем за жизнь. И рассказал он мне про своего внука, которого так долго ждет. Вот после этого рассказа мне как раз таки и стали ясны его проблемы душевного характера. Короче говоря, история у него такая. 30 с лишним лет назад пошли они со своим внуком в лес. Грибы, ягоды, все дела. Тогда это был еще не пригород, а областная деревня. А соседний лесок был полноценным лесом, в котором можно было бы и заблудиться обычному человеку. Вот в этом лесу как раз таки внук дедушки и пропал. Говорит, ходили не по лесу, и сперва все было в порядке. Дедушка все тропинки знал, лес был как родной, и вдруг бац, и заблудились. Места какие-то все незнакомые, как будто леши водят. Ходили они, бродили, уже темнеть начало. Павел Николаевич, как человек опытный, начал уже раздумывать, как на ночлег они с внуком будут устраиваться. Но вдруг услышали они какой-то странный гул. Причем, как он сказал, гул был не внешний, а как будто внутри головы. Сперва решил, что это у него от давления, но внук тоже сказал «слышу». И пошли они на этот звук. Шли и в итоге выбрались на большую поляну. А там, говорит дед, он обомлел от удивления. Вижу, говорит, стоит в центре поляны какая-то большая штука, размером самолет, но без крыльев, дискообразной формы и светится неоновым синим цветом. Стоит Павел Николаевич, не понимает, что это вообще такое, а внук, 6-летний пацан, заинтересовался очень и побежал к ней поближе, чтобы рассмотреть.
В таком возрасте вообще все интересно, а вот чувство самосохранения у шестилеток развито не особо. Дедушка кричит: «Ты куда, Славка? Стой!» Хотел, говорит, за внуком кинуться, но вдруг понял, что пошевелиться не может. Как парализовало всего. А внук к тому объекту уже совсем близко подбежал. И вдруг синим цветом полыхнуло, да так ярко, что Павел Николаевич зрение на время потерял, а потом и вовсе отключился. А как пришел в себя, то оказалось, что стоит он на трассе, километрах 50 от того леса. Стоит один, а внука нет. О том, что было дальше, Павел Сергеевич предпочел не рассказывать. Сказал только, что перерыли органы и поисковики весь этот лес трижды, но не нашли ни той поляны, ни Славика. Потом еще, правда, добавил, что внук той осенью должен был пойти в 1 класс, и что после этого случая его дочь, мать Славика, просто взяла и вычеркнула отца из своей жизни. Лет через 10, правда, все-таки вышла на связь, но в деревню больше не приезжала. Я так понимаю, ей было просто банально больно видеть те места, где так трагически оборвалась жизнь ее 6-летнего сына. После этого случая соседи начали сторониться Павла Сергеевича, да и он тоже начал жить просто банально затворником, почти не покидая родного дома. Говорит, боль на душе была такая, что в итоге он принял решение добровольно покинуть этот мир и уже начал готовить веревку и мыло. Но перед этим роковым шагом приснился ему странный сон. Увидел он своего Славика, который находился внутри то ли летательного аппарата, то ли космического корабля. И тот ему сказал, что с ним все хорошо, а в конце добавил: «Не переживай, дедушка, я еще вернусь, жди меня». Вот Павел Николаевич и ждал вот уже лет 30, дряхлее вместе со своим домом, ждал внука. Услышав эту историю, я испытал двойственное чувство. С одной стороны, было до слез жаль этого хорошего человека, с которым жизнь не обошлась так жестоко. Но вот то, что он явно нездоров умом, меня крайне насторожило. Не знаю, каковы были реальные подробности той истории, но то, что потеря Славика и долгое блуждание в лесу без воды и еды привели Павла Николаевича к умопомешательству, это факт, был мне, как врачу, очевиден. Почему его не определили в свое время в психлечебницу, я, разумеется, не стал спрашивать. Может быть, экспертиза не выявила опасных для социума патологий в поведении, а может быть, это была просто врачебная халатность, не знаю. Но на всякий случай, для будущих визитов я решил брать с собой успокоительное. Да и вообще, надо быть аккуратнее. Да, физически он не сильнее меня. Мало ли. Вред ведь можно нанести разным способом. Пырнуть неожиданно ножом или того же крысиного яда подмешать в чай. Например. Это хорошо, что в этот раз я видел процесс приготовления чая воочию и разливал его Павел Николаевич нам из одного чайника. А как будет в следующий раз? Не, ребят, тут необходимо держать реально ухо востро. А вот случай поддержать ухо востро представился мне уже через несколько дней. Причем в этот день я был вообще не на работе. Вот представь, вечер, у тебя определенные планы, но вдруг звонит диспетчер и говорит, что Павел Николаевич очень просит меня приехать. Да какого черта, говорю, сегодня же другая бригада работает, вот пусть они и едут, а у меня выходной. Нет, отвечает, Павел Николаевич просит, чтобы приехал именно ты, другие ему не нужны. Мысленно я пожелал дедушке долгих лет жизни, делать нечего. Пришлось все планы послать коту под мудя и ехать туда в одиночку, своим ходом. Понятное дело, что добрался к дедушкиному дому я уже затемно и не в самом лучшем расположении духа. А едва перешагнув порог дома, насторожился, что-то тут было не так. Сразу бросился в глаза какой-то идеальный порядок. Нет, поймите, Павел Николаевич и так держал дом в чистоте, за что ему, кстати, отдельное уважение. В его-то годы так марафет наводить. Да и вообще, сам знаешь, мужики и порядок в доме, это очень часто в жизни вообще не пересекается. Но сейчас было все как-то вообще стерильно прибрано, да еще и запах. В его доме был всегда, знаете, такой запах каких-то настоек, лекарств и едва уловимый аромат какого-то старого советского парфюма. А сейчас в доме пахло как будто озоном. Вот как после летней грозы бывает. И это было очень странно. Сам хозяин дома удивил не меньше. Был он бодр, весел и с каким-то радостным блеском в глазах. Увидя это, я напрягся еще больше. А он мне и говорит:
Прости великодушно, что оторвал тебя от дел, но я хотел попрощаться. Ты ко мне со всей душой относился. Хочу сказать тебе спасибо и поделиться с тобой радостью. А куда вы собрались, Павел Николаевич? К дочке, что ли, переезжаете? Говорю я. Да нет, смеется дедушка, а глаза такие радостные-радостные. Внучок мой наконец вернулся. Славик мой, с собой меня забирает. Я в первые минуты даже не нашел, что сказать. Вот это номер, думаю. Внук с того света нарисовался. Приплыли. Похоже, засвистела фляга у дедушки окончательно. Надо в дурку определять. А сам улыбаясь в ответ и говорю. Вот это дела. Ну что же, поздравляю вас. А где же он, Славик ваш? Так тут он. Славик, поздоровайся с дядей. Говорит Павел Николаевич и смотрит куда-то мне за спину. Я думаю, ну точно, этого Славика, похоже, только один дедушка-то и видит. И вдруг услышал за спиной детский голос. Здравствуйте. Я аж подпрыгнул от неожиданности, резко обернулся и вижу, стоит рядом со мной мелкий пацан, лет 6. Мне аж поплохело. Готов поклясться, что его в комнате не было, когда я вошел. Наверное, из соседней комнаты подкрался засранец, но так тихо, я ни одного шага не услышал. Смотрю я на этого Славика, говорю ему «Здравствуй», а сам думаю, пацаненок-то пропал более 30 лет назад. Сейчас это уже взрослый мужчина должен быть, возрастом под 40, а этот... Там у них все по-другому, вдруг сказал дедушка, словно угадав мои мысли. Мы там почти не стареем, и я свои потраченные годы вернуть смогу. Славик обещал. Сейчас я с ним, а потом и маму его заберем, дочь мою. Тоже настрадалась за эти годы, бедняжка. Я его слушал, а сам смотрел на вернувшегося внука. С виду обычный дошкольник, таких много. Разве что глаза небесно-голубые, настолько, что практически белков не видно. И еще кожа с каким-то матовым оттенком. Хотя это, наверное, мне показалось. Но взгляд был, какой-то он был не детский, что ли. Странный взгляд, одним словом. Одновременно оценивающий, безучастный и как будто прожигающий насквозь. Славик молча смотрел на меня, не отводя взгляда. Пока мы смотрели друг на друга, он ни разу не моргнул. И тут я все понял. Похоже, возраст Павла Николаевича и его ментальная нестабильность привели к тому, что он выцепил какого-то беспризорника, окрестил его внуком и, судя по неморгающему взору Славика, накачал его какими-то таблетками или еще чем-то опоил. А что дальше? А это знает только воспаленный мозг пенсионера. Но то, что ничего хорошего не будет, это факт. В общем, надо этого пацана отсюда как-то вытаскивать, звать соседей, деда вязать и вызывать санитаров, иначе по-любому беда будет. Ну, Павел Николаевич, поздравляю вас. Вы не против, если мы со Славиком на кухню отойдем? Мне ему пару вопросов надо задать. Говорю я, а сам думаю, сейчас отойдем, схвачу этого пацана в охапку и бегом на улицу, а дальше уж дело техники. Отойдите, чего уж. Отвечает дедушка, и то ли это от неверного комнатного освещения, но мне на миг показалось, что глаза у него как будто стали тоже более голубоватого оттенка. Только ненадолго, нам пора уже. Но знаешь, я же тебя не просто так позвал, чтоб внуком похвастаться. Ты ко мне всегда со всем уважением, без твоего лечения я бы Славика так и не дождался. И да, я понимаю, что ты мне не веришь, думаешь, что я сумасшедший. «Да что вы, Павел Николаевич, как можно?» — говорю я. «Не перебивай старших. Не поверил, да и ладно. Я бы тоже не поверил на твоем месте. Но человек ты все равно хороший, и мы решили тебе сделать подарок. А насчет прочего, придет время, все поймешь». С этими словами дедушка вытащил из нагрудного кармана рубашки и протянул мне небольшую карточку размером с кредитку где-то. Я безропотно принял ее, так как знал, что с сумасшедшими лучше не спорить. Покрутил в руках, осмотрел. На ней не было никаких надписей, просто прямоугольник и сине-черного цвета с обеих сторон. Сделанный из... А вот из чего он сделан, я так и не понял. На ощупь был похож на металл, но гнется как пластик. Спасибо, Павел Николаевич. Я спрятал карточку в карман. А что это? Это пропуск. Извините, а пропуск куда? К нам. Ответил за дедушку Славик. «Однажды мы вернемся», — добавил Павел Николаевич. «Не потеряй и никому не отдавай.
А теперь иди, говори со Славиком, о чем он хотел. Спасибо тебе за все. И он протянул мне руку, чтобы попрощаться. Рукопожатие 89-летнего пенсионера оказалось на удивление крепким. Никаких намеков на дряхлость и старческую слабость. И кожа тоже была матового оттенка. Что тут, мать вашу, происходит? Когда мы вышли со Славиком в коридор около кухни, я уже раздумывал, как поудобнее схватить в охапку этого паренька, чтобы выбежать с ним на улицу и позвать помощь. Как вдруг он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Ничего не надо делать. Спасибо за дедушку. И прощай». А затем он прикоснулся моей руки, и что потом произошло, я так и не понял. У меня на секунду помутнело в глазах, и когда зрение вернулось, я уже стоял на улице, напротив дома Павла Николаевича. Как я там оказался, ума не приложу. Я в недоумении протер глаза и уставился на дом, в котором находился мгновение назад. В ночных сумерках светились незашторенные окна, и хорошо был виден интерьер комнаты, ставшим уже, знаете, таким родным и знакомым за все это время. Два силуэта, высокий и низкий, вдруг закрыли один из оконных проемов. Дедушка и внук смотрели на меня из окна. И силуэт повыше вдруг помахал мне рукой, знаете, будто прощаясь. А затем была яркая синяя вспышка, и окна погасли. Как, впрочем, все уличные фонари и окна в соседних домах. Залаяли собаки, захлопали входные двери домов, люди выходили на улицы и перекрикивались через участки, спрашивая, у всех ли пропало электричество. И только из дома Павла Николаевича никто не вышел. Но я уже знал, что внутри никого нет. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше. И на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Я решил это письмо показать вам без изменений. Ведь это еще одно доказательство, что люди и внеземные существа могут жить в мире. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Если вам не ответят, значит я еще проверяю вас, ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.